Всем добрый день, точнее уже вечер. Итак, друзья мои, перед вами вот эта красотка. Уж желательно, конечно, вам для своих ритуалов тоже найти не ядовитую змею, чтобы было безопасно. Сейчас нападет. Вот эта красотка здесь появляется часто, и в прошлом году была. Ну, потому что ее здесь никто не обижает, естественно, и она приходит спокойно. Я буду краткой, поскольку не люблю мучить живых существ, и мне ее нужно отпустить. Мы ее недавно поймали. Как раз хотела на днях выложить такой ритуал. Думаю, обойдемся без змеи. И она сама пришла. Итак, друзья мои, змеи в магии у меня есть целая лекция, поэтому советую вам для начала посмотреть эту лекцию, чтобы иметь представление. Змеи обладают тайным языком. Змеи-стражники, посредники между мирами, потому что змеи могут побывать везде, в потаенных углах, спускаться в могилу, в пещеры. И поэтому через змей люди просили защиты темных сил. Змей убивать нельзя. Ну, по крайней мере, просто так убивать ради удовольствия. Вообще нельзя живых существ трогать просто так, без надобности. Но змей тем более. Выползок змеи используется в магии. Голова змеи используется в порчах. Шкуры редких змей используются. Выползок, например, кладут под подушку от страха, от определенных падучих болезней, они начинают проходить. Некоторые просто кладут, некоторые с заговором, тогда быстрее и сильнее действует. Ну, как бы там ни было. И поскольку змеи хранительницы богатства, и во всех легендах, рассказах, фильмах часто вы видите стражников, да, богатств, богатой казны, закрытой, сакральной, с глаз людей. Даже сказки Аладдина, наша любимая сказка, если вы помните, там показано, как матерь-кобра охраняет богатство и не уступает никому. Потому что змеи, во-первых, золото, холодный металл. Ну-ка, иди отсюда. Золото притягивает змей, и хочу вам сказать, что, по крайней мере, у армян есть такое поверье, что если подкармливать змей, то есть наливать им молоко, не трогать, то они приносят золотые украшения. Такое было, у меня бабушка несколько раз видела, у нас была такая белая змея, охраняла она наш дом. Это такие хранители. Они не трогают ни животных дома, ни людей. Они безобидны, по сути, если их не трогать. И очень может быть, что они по природе ядовитые. Но они абсолютно никакого урона не наносят семье. Они просто живут в этом доме. Ну, или под домом. И вот приносили золотые серьги. Я помню такие старинные, да, серьги и с такими малиновыми камнями, цветом малины. И она искала, чьи они могут быть, откуда это все. Так и не нашли, осталось у нас. Потому что змеи находят закрытые клады, там какие-то сундуки с имуществом. В основном преимущественно, конечно, металл и золото. Ну, чего тебе надо? Это змея. Иди отсюда. Поэтому они могут из потаенных мест найти и принести золото, украшения. В древние времена существовали различные заговоры и просьбы к змеям, чтобы они вынесли на поверхность земли богатство. Змеи иногда вытаскивают из могил, да, потому что они там бывают, в этих тайных местах, и для них это не страшно, в отличие от нас, они этим не брезгают.
Там очень могут быть, что уже старые могилы, естественно, человека хоронили с золотыми украшениями, и уже и от них ничего не осталось, кроме праха, и змеи выносят оттуда эти украшения. Именно поэтому, зная такую особенность змей, люди обращались к ним, естественно, через колдунов, узнавая секреты змей, и получали помощь. Итак, вот змея. По закону Вселенной, если ты кого-либо спасаешь или оставляешь в живых, в то время как имеешь власть не оставлять в живых, змею, например, то считается, что эта змея твоя должница. И ты можешь попросить у нее все, что хочешь, и она исполнит твое желание, но именно касаемо материальных благ, естественно. Так вот, нужно наловить змею или купить в крайнем случае. После нужно начитать 7 раз этот заговор и змею отпустить. И через некоторое время из разных источников отовсюду будут идти к вам материальные блага. Это очень сильно работает. Просто есть различные моменты, понимаете? Есть, например, заговоры, ритуалы более удобном исполнении, то есть не требующие особых каких-то определенных там затрат. Теперь этот пришел. Не требующих каких-то экзотических там живых существ или чего-то еще. А есть заговоры чуть попроще. Так, иди, не трогай мою змею. Посложнее, но в принципе, кому как. У кого-то более простой заговор может сработать очень быстро, у кого-то сложный срабатывает. У всех по-разному. Но испробовать стоит, потому что пока лето, они водятся, их можно найти. Да в конце концов их можно заказать, начитать и отпустить на волю. И получается, что эта змея вам обязана. И змеиная царица, которая за каждую змею отвечает и за каждую змею готова отдать откуп, лишь бы они жили, она вознаграждает человека за то, что человек не убил, а отпустил на волю. Вот в чем смысл заговора. Здесь призываются древняя сущность, которая считается царицей змей, змеей-матерью. И эта сущность отвечает за эту змею, собственно, и вознаграждает автора, читающего, скажем так, хорошо, того человека, который спас и отпустил змею. Итак, долго не будем говорить, потому что для нее нахождение здесь уже изначально нехорошо. Естественно, она хочет на волю. Ну-ка, иди сюда. Ку-ку. Оживись, ну-ка. И эти сказанные слова обладают огромной силой. И невзирая на то, что это существо не понимает человеческого языка, но на подсознательном уровне впитывает эти слова и отползает, уходит выполнять ваше поручение. Начнем. За 7 гор, за 7 морей, на вершине семиглавой горы 7 замков стоят. 6 из них из серебра, а 7-й замок из золота. В том золотом замке золотой престол, и на том престоле змеи-дева сидит, змеиная матерь, царственные кобры дочерь. Со всего мира змеи к ней ползут, на поклон идут. Она величава, она златоглавая, да сереброгрудая. Змеи ей злато несут со всех тайных кладов и древней казны, дорогие каменья шахов и султанов, ханов и цезарей, и румийских кесарей. Дворец змеи-девы в богатстве утопает, корона алмазная ее голову венчает. Мой наказ слушай, змея Змеевна, ползи к своей царице. И для меня дары попроси за свое спасение. Я тебе жизнь дарю, а ты моя должница.
должна откупиться. Попроси у своей великой царицы откуп за свою жизнь. Пусть мне через людей дары передаст, злато подарит, меня богатой казной одарит, столько мне даров отправит, чтобы и мне хватило, да и внукам бы моим досталось, и еще бы осталось. А слушаться не посмеешь, закон вселенной гласит, кто тебя спас, тому ты век обязана. Богатством откупись, исполни. Ключ, замок, язык. Заклято. После этого нужно змею отпускать. Читать нужно 7 раз. Я читаю 1 раз и дальше сама прочитаю, потому что здесь комары мешают, да и вообще все факторы мешают, а змею нужно быстрее отпустить, чтобы не навредить его здоровью. Ой, ее, извиняюсь. Так, выпускаем змеюку. Змеюку выпускаем. Ты туда, блин, она сейчас на меня пойдет. Так, иди к своей царице и все исполни. Ну, вот какой. Что сказано. О, побежал как резво. Уф, уф. Сейчас она опять к вам идет сюда. Нет? Не, она не дура. Кто его знает? Туда же. В лес пойдет туда. Давай сейчас посмотрим. Тут на кустах эти связали. Просто не хочу, чтобы сюда, мало ли, машина. Все, умотала? Куда-то туда. Здесь явно ее нет. Сейчас как? Она может и спрятаться. Нападёт. Угу. Слышали, Дятел. да? Угу. У меня племянник в детстве говорит: дядя. Дядя. Ну-ка, где ты, дядя? Не, где-то там. Ага, я 1 раз услышала. Кстати, на этих столбах стоял он там. О. А потом улетел. Тут. Но мы его не увидим. Ой, он высоко, прям наверху. Ещё Еще один. Угу. У них это... Где вы, дядя? У них батл, Ой. батл. Ой, блин. Вот надо другой взять. У меня вот это не очень устраивает. Она так переворачивается. Все, друзья мои, змея Змея уползла выполнять, да, мое поручение, а мы пойдем до дому.